Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, какие деревья нельзя сажать во дворе своего дома или на приусадебном участке, или на даче. Друзья, очень важная и ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вы ставите лайк, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Вы знаете, каждому из нас хочется, чтобы наш дом, то место, где мы находимся, всегда было самым красивым. Чтобы вокруг было много зелени, цветов, деревьев, кустов. И прикладываем для этого достаточно много усилий. Но, к сожалению, мы часто с вами допускаем ошибку, потому что не все деревья можно сажать на участке. К сожалению, есть деревья, которые притягивают к нашему дому негатив. Также влияет на наше физическое состояние, на наше эмоциональное состояние и имеет, к сожалению, достаточно тяжелую энергетику. Поэтому возле одних деревьев приятно и хочется находиться, а других сразу хочется отойти в сторону. И вы знаете, ваша интуиция вам прямо подсказывает, да, что отойди от этого дерева, тебе дискомфортно, тебе некомфортно. Наши предки знали, что каждое дерево имеет свою энергетику, и поэтому, чтобы не навредить себе и своей семье, тщательно выбирали, что можно посадить возле дома, а что нет. И далее, друзья, мы озвучим вам те деревья, высадку которых лучше воздержаться на своем участке. Итак, давайте начнем с ели. Ели, растущая на вашем участке, будет забирать вашу положительную энергию. С отсутствием положительной энергии вы и ваша семья, к сожалению, будете подвержены сглазу и порче. К вам будут притягиваться негативные энергии. Вас со временем начнет преследовать чувство страха. Вас и вашу семью будут преследовать неудачи. Но больше всего ель будет вредить главе семейства, отбирая его энергетику с каждым днем все больше и больше. Это будет плохо сказываться на здоровье человека. Ему будет некомфортно находиться, а соответственно, к сожалению, могут начаться проблемы со здоровьем. Возможно, сразу этого никто не заметит, но со временем человек начнет чувствовать, что что-то не так. Он даже не сможет объяснить, что же происходит на самом деле. Поэтому ель не должна быть у вас на участке. Далее сосна. Вы знаете, сосна, она отбирает у хозяев спокойствие. И люди будут чувствовать постоянное беспокойство. Они не смогут принимать правильных решений. Именно сосна вырабатывает отрицательную энергетику и притягивает энергию безденежья. Вы не сможете отложить даже маленькую сумму денег, потому что деньги все время будут уходить из дома. Сосна, к сожалению, привлекает и проблемы со здоровьем в дом. И по старинным поверьям считалось, что именно этого дерева также влияет на урожай. Обращаем ваше внимание, что сосна имеет достаточно сильную энергетику. Возможно, когда вы были в лесу, где растут сосны, возможно, вы даже чувствовали, что вам там находится некомфортно. Сосны очень высокие, большая часть ствола без веток и только на верхушке. И вот состояние, возможно, такое у вас дискомфортно было. Поэтому, пожалуйста, все-таки не стремитесь сажать сосны у себя во дворе. Далее пихта. Вы знаете, пихта, она формирует тяжелую энергетику вокруг себя. И вы, к сожалению, можете постоянно чувствовать усталость, раздраженность и головные боли. Далее туя. Вы знаете, туя считается деревом для жертвоприношения. И именно такое дерево будет постоянно окутывать ваш дом негативной энергетикой и отбивать потоки положительных энергий, не давая им попасть в ваш дом. И такое соседство ни к чему хорошему вас не приведет. Далее верба. Знаете, вербу также нельзя садить на участке, потому что это очень сильный энергетический вампир. Именно это дерево будет притягивать к вашей семье разного рода негативные энергии, а с ними неудачи в вашу семью.
У вас будут постоянные депрессии и, возможно, даже перемены настроения. Появится желание не приходить домой, ведь за пределами у вас все будет хорошо, все будет прекрасно, а попав в свой дом, вы будете ощущать негативные эмоции. А вот человек, который ее посадит, к сожалению, и вовсе может лишиться спокойствия. Его будут преследовать кошмары и разного рода плохие мысли. Также обращаем ваше внимание, что вернемся к туе, еще хотим добавить, что туя, она притягивает печаль, разочарование. Если в доме есть молодой парень или девушка, не позволит именно энергетика этого дерева найти пару, потому что именно это дерево вырабатывает негативную энергию одиночества, и тоска будет преследовать молодых людей. В семьях, где возле дома растет туя, будут постоянные конфликты, будут постоянные ссоры. Это может даже привести к паре к разводу. Люди, где во дворе растет туя, со временем начинают замыкаться в себе и ограждаться от разного рода общения, тем самым окружая себя одним сплошным негативом. Далее орех. Да, орех растет почти у каждого на участке. И многие даже не догадываются, какой вред приносит хозяину дома именно орех. Потому что у человека начинаются неудачи на работе, в жизни, возникают конфликты в семье с друзьями, на работе. Со временем появляются проблемы с суставами, начинают болеть ноги. Орех по энергетике достаточно сильный. Это также дерево, которое должно подпитываться энергетику, и оно выбирает энергетику своего хозяина. Чем больше и пышнее будет расти это дерево, тем хуже дела будут обстоять у хозяина дома. Также, к сожалению, орех притягивает в дом скандалы между членами семьи, которые с каждым годом будут только усиливаться. Также, возможно, вы замечали, что если вы садите орех, то вокруг него не растут никакие ни деревья, никакие толком травы, никакие растения. Почему? Потому что у ореха достаточно сильная энергетика, и он все то, что вокруг него, он просто забивает. Поэтому обратите это внимание, и орех, если вы хотите, то лучше, чтобы он был за пределами вашего участка. Это очень важно. А вот лимон принесет в вашу жизнь моменты разочарования. У вас не получится добиться задуманного, вы можете много работать, долго идти к своим целям, будет даже казаться, что вот-вот и вы достигнете, но ничего в результате у вас не получится. Вы никогда не получите и повышение по работе или признание, имея это дерево на своем участке. Далее береза. Это очень красивое дерево, мы все знаем. Есенин посвящал этому дереву свои произведения. Но вы должны понимать, что именно береза, она приносит проблемы женщинам, которые живут в доме. Они постоянно будут участвовать в каких-то сплетнях, этим будут притягивать в свою жизнь определенный негатив, а с ним жизненные неудачи и отсутствие счастья. Семья, где во дворе растет это дерево, не крепкие. Часто у мужчин могут появляться даже не очень хорошие привычки. Постоянно будут появляться какие-то негативные события большего или меньшего размера. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что именно березы, как правило, растут в парках, растут в лесах, но в каких лесах? Поближе именно к влаге, к воде. Поэтому все-таки старайтесь не сажать вот эти деревья возле дома, потому что они все-таки будут притягивать к вашему дому разного вида негативной энергии, разного вида беды, неудачи. Также у вас может быть ни с того ни с сего происходить потеря денег, всевозможные неприятности. Поэтому лучше внимательно изучите вопрос, какие деревья нужно садить возле дома, чтобы они притягивали действительно к вам положительные энергии, помогали укрепить вашу семью, приносили счастье, финансовую стабильность, положительные эмоции вам и всем членам вашей семьи. Поэтому к выбору деревьев обязательно отнеситесь со всей серьезностью, потому что от этого зависит, что вы притянете в свой дом. Помните о том, что все то, что нас окружает, имеет определенные энергии, имеет определенные вибрации. И дело в том, что мы с вами строим сами свою жизнь, свою вселенную. Как вы ее строите, зависит от многих факторов, в том числе от того, какие у вас растения находятся на вашем участке. Конечно, мы иногда очень хотим
хотим посадить много различных растений, и таким образом, чтобы у нас было побольше зелени, но вы должны понимать, что все должно быть именно во благо вам, а не идти против вас. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Поэтому нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.